Дорогие друзья, всем доброго дня. У нас интервью с SEO компании или организации, или киберспортивного клуба Natus Windsor с Сашей Кахановской. Саш, привет. Здорово всем. Давай вот сразу проясним, киберспортивный клуб или организация? Ну, наверное, Нави уже расширяется и становится не только команда, и мы уже, скажем так, проявляемся не только как клуб, но и как организация, скорее всего, потому что мы организовываем уже турниры, мы строим студию, так что у нас глобальный экспеншн. Хорошо. Около недели назад ты давал интересное и обстоятельное интервью Антону Черепенникову, владельцу организации или команды Virtus.pro. Я попробую дополнить или, скажем так, не задавать повторяющиеся вопросы. Ну, как бы уже завершился International. Какие у тебя от него впечатления? Я не говорю сейчас о результатах Нави, потому что о них мы еще поговорим, а вообще вот в целом от турнира. Ну, я думаю, что, конечно, есть и сильные стороны, есть и слабые стороны. Однозначно считаю, что International улучшился. Ну, то есть, с моей точки зрения, я общался с разными людьми, есть разный фидбэк о том, кому понравился, кому не понравился, как это было для людей. Но, в общем, я считаю, что этот турнир однозначно был хорош для комьюнити, для киберспорта в целом. Проверил. Хорошо. С точки зрения, например, viewership, он побил опять все рекорды. International был на ESPN и так далее и тому подобное. То есть, однозначно, я считаю, что было намного больше хорошего, чем плохого. То есть, в принципе, ты считаешь, что формат вот этих турниров на стадионах — это формат будущего, то есть, в принципе, с этого начнется уже такое глобальное развитие киберспорта? Я уверен, что через 2-3 года только такие турниры останутся. Хорошо. Ожидал ли ты, что две китайские команды попадут в финал? Нет, конечно, ну, то есть это было непредсказуемо. Делал ли ты для себя какие-то выводы? Вот, ну, в принципе, неожиданный результат, что китайцы победили. Делал ли ты для себя выводы о том, что вот китайские организации, они как-то особенно подходят к тренировке игроков, ну, вообще к этой организационной всей структуре? Принял ли ты для себя что-то? Ну, я однозначно считаю, что китайцы это более дотошные ребятки, они тренируются больше, вкладывают усилий больше. Это вопрос менталитета, их возможностей. Единственная возможность у китайского игрока, еще раз повторюсь, это играть в доту. Да, то есть, в принципе, чтобы чего-то достичь в жизни. У него нет никаких, скажем так, других вариантов выбиться в люди, если он уже игрок. То есть для него он вкладывает все свои усилия, все свои знания и умения. Western, там парт, скажем так, Европа, СНГ, Америка, ну совсем все по-другому. То есть китайцы, я согласен, что они сильнее сейчас были в этом теле, не намного, но сильнее. Но согласен ли ты, что вот все такие восточные люди, они более организованы, чем вот европейцы, чем вот СНГшные люди? Я думаю, что это скорее дело не в организации, а в жизненной позиции. Еще раз. То есть у них нет вариантов. Им нужно быть более организованным, более жестким. Как думаешь, после этого интернешнла, вот как было в Доте 1, что доминировали китайцы, будет ли сейчас тоже такое глобальное доминирование все-таки и для китайской киберспортивной сцены это тоже глобальный буст в том, что их команда выиграла все-таки крупнейший турнир? Ну, от International к International, он, в принципе, расклад меняется. Первый International был за нами, потом китайцы выиграли, потом был Альянс Нави финал, теперь опять выиграли две китайские команды в финале. Следующий, по идее, по рандому, бог рандома доты должен предоставить преимущество для команд с Европы и Америки, не знаю, ну, то есть... Насчет того, как будет дальше, ну, не могу предрекать ничего. Мне кажется, что у китайцев есть чему поучиться, это однозначно. В интернете я читал, ходят слухи, что ты бьешь игроков за плохие результаты. Обычно, так ли это? обычно мы как минимум отрезаем ноги, чтобы они перемещались только на инвалидных колясках. Надо руки. Ну, руки тогда нет смысла брать игроков. Хорошо. Следующий вопрос у меня касательно все-таки вот результата Нави. Ожидал ли ты, что топ-8 это тот результат, на который вы рассчитывали? Честно, мои ожидания были намного ниже, чем топ-8. Я не ожидал ничего, поэтому для меня это топ-8 хорошо. Конечно, я считаю, что результат провальный для такого уровня игроковой команды. Они могли выступить куда лучше. Но если 5 миллионов, 10 миллионов долларов не могут мотивировать людей в пятером собраться и идти к общей цели, тогда я не знаю, ни Нави, ни комьюнити, ни ты, ни я, ни Морец, никто не сможет их мотивировать. То есть, в принципе, вопрос в игроках. В принципе, вопрос в отношениях между игроками. Хорошо, но
Как ты вообще отнесся к идее, что команде перед турниром, перед таким крупным турниром понадобился тренер? То есть не ощущал ли ты, что вот капитан ощущает какую-то неуверенность, если он берет к себе тренера? Нет, я думаю, что тренер сейчас это нормальная идея. Как бы, я думаю, что Артур был очень довольно-таки, полезен, скажем так, в своей ипостаси сейчас в данный момент. И во многом, я думаю, что игры, которые Нави выигрывали, определенные, это было за счет именно Артура, его там идей, его как бы подсказок. Климент однозначно сильный капитан, но когда действительно ты не можешь найти свою игру, ты не уверен, легче взять человека со стороны и получить какой-то фидбэк от него. С другой стороны, я уверен, что Артур, как бы, скажем так, выполнит свою функцию на 100%. Останется ли он на этой позиции в будущем? Я думаю, что это вопрос переговоров. Мгм. Насколько он захочет, насколько ребята захотят и так далее. Возвращаясь опять к результату, все три предыдущие года вы выходили в финал с разными составами, с разными игроками. Возможно, было ли ошибкой оставить после TI тот состав, который вот участвовал? Да, была ошибка, и нужно было менять людей. Кого? Не скажу. Нужно было просто менять состав, влить новую кровь, опять же, чтобы была мотивация, и все было перед каждым TI. Мы меняли людей перед каждым TI, это давало буст, это давало возможность раскрыться, это давало максимальный, скажем так, максимальную отдачу. Сейчас этого не было, и это было видно. Хорошо, тогда у меня вот такой вопрос. Организация Na'Vi, она достаточно сильно расширяется сейчас по всем фронтам, и, скажем так, с одной точки меняется фокус, как бы уменьшается количество концентрации на какой-то одной конкретной цели, и как бы он распыляется на другие. Может быть, из-за этого является, вот, скажем, расширение каким-то предлогом того, что вот у команды по доте плохие результаты? Как расширение может влиять на 5 человек, у которых только одна цель и одни результаты? Я имею в виду, смотри, появилось много менеджеров, появились еще какие-то дополнительные люди, и, знаешь, это как-то могло повлиять все-таки в обратную сторону. Не лучше. Мы набираем став и людей для того, чтобы сделать жизнь плееров как можно легче. И чтобы они как можно легче переживали все трудные моменты, чтобы они получали какую-то поддержку, чтобы они ни о чем не парились, кроме игры. То есть, мое мнение однозначно, что чем больше людей мы приводим в Нави, тем легче должен становиться плеером. Если они не могут реально комфортно себя чувствовать с тем количеством стафа, который их обеспечивает вокруг, там медиа-менеджеры, менеджер состава, general менеджер, тренер, там, не знаю, что им еще нужно дать. Нави как бы команда получает самые крутые условия, по-моему, это инсайд, но это факт. Самые крутые условия, которые есть. То есть с точки зрения всего. Если как бы это, скажем, и условия, и взаимоотношения не могут их мотивировать, мы не можем ничем помочь. То есть, в принципе, считаю, что результат на этом International, он оправдан. Вот если говорить о... Я считаю, что you get what you get. Насколько ты готов был, то ты получил. Все. Хорошо, опять-таки, ввиду того вопроса о том, что нужно было менять состав до этого International, возникает новый вопрос, будет ли изменен состав после? Это хороший вопрос. Я уверен, что бог решафла дотовского ответит на него. Я пока не готов там говорить на 100%. Конечно, есть очень много негативных моментов, которые, да, ведут к тому, что состав может поменяться. Есть несколько позитивных моментов, то, что состав может остаться в таком ипостаси, в котором он есть. Поэтому сейчас рано говорить. Я думаю, неделя-две все покажет. Вот этот бог решафла, насколько я знаю, вчера очень хорошо гулял, все-таки была автопати, и, знаешь, говорят, что автопати — это кузница таких новых команд после International. И, я слышал, есть такая информация о том, что вот Kuroky уже собрал новую команду, в которую будет входить NoTail. Что ты думаешь по этому поводу? Я думаю, что Kuroky может собрать любую команду, в которой может входить кто угодно, но мне об этом ни Kuroky, ни NoTail ничего не говорили. Хорошо. Вопрос по Na'Vi US. Как думаешь, не как думаешь, разочаровало ли тебя их выступление на этом турнире? Нет, я считаю, что они молодцы, у них очень большой потолок для роста, и они могут очень сильно загреться в ближайшие полгода. Они собирали состав, в принципе, с прицелом на следующий год. Возможно, как думаешь, чего им не хватило вот сразу вот так выстрелить и попасть хотя бы там в топ-10, не знаю, в топ-8? С одной стороны, Best of One — это их конек был, это было очень для них хорошо на групповом этапе, но с другой стороны, я понимаю, что отсутствие сыгранности и уверенности в некоторых моментах дало о себе знать. То есть, однозначно, они разочарованы, но я считаю, что результат неплохой. Хорошо. Ты говорил о том, что
Будут какие-то новые подразделения в Na'Vi US, имеется в виду в американском подразделении, регионе, а будет ли что-то в европейском, скажем, дивизионе? Ну, я думаю, что пока что у нас там состав ростера заполнен, прогнозировать ничего не буду, но если будут какие-то, скажем так, дополнения или изменения, то только в конце года. Что думаешь о игре, о этой дисциплине Hearthstone? Сейчас очень многие как бы, не играют, даже игроки между перерывами, вот, между играми в доту играют, сидят в Hearthstone, задрачивают. Насколько у этой дисциплины есть киберспортивное будущее? Ну, у Херсона есть плюсы и минусы однозначно, как для киберспортивной дисциплины. Отсутствие командной игры — это как бы минус. С другой стороны, что это типа one-on-one, как StarCraft, который как бы сейчас, скорее всего, выгонит StarCraft с лидирующих позиций дуэльных дисциплин. Будущее есть, не знаю, насколько большое. То есть прицел на Hearthstone у нас есть определенный, мы сейчас делаем как бы скаутинг определенный, но точно сказать, что мы там будем там 24/7 заниматься Hearthstone, нет. Пока что мы присматриваемся. Хорошо, ну и один из последних вопросов. Какое развитие вот конкретно Na'Vi ты видишь в ближайшем будущем? То есть, может быть, какой-то инсайт, что-то выйдет, что-то появится? Есть какая-то информация? Ну, я считаю, что Na'Vi это вообще, как бы, скажем так, это уже намного больше, чем просто киберспортивная команда. Мы хотим создавать крутые, прикольные, новые продукты и сервисы для молодого хай-тек поколения. И однозначно я думаю, что в ближайшие там, полгода, 8 месяцев мы удивим людей теми продуктами, которые мы будем выпускать. Которые будут касаться команды, не будут касаться команды, будут касаться турниров, студий и всего остального. Я думаю, что как в макро мы будем очень сильны. Будем надеяться. А вопрос касательно нового спонсора. Буквально вчера появилась информация о том, что AOK стал спонсором Na'Vi. Можешь рассказать об этом чуть подробнее? Ну, да, мы недавно заключили партнерское соглашение с компанией IOC. Они предоставляют геймерские мониторы, которые по нашей оценке являются чуть ли не лучшими на рынке. Однозначно это сотрудничество long term. Мы будем запускать несколько интересных проектов с IOC в ближайший месяц-два, которые вы все сможете узнать. И все наши геймеры, комментаторы, все люди будут использовать эти мониторы. Вы сможете увидеть, в принципе, убедиться в их качестве. Хорошо, еще один из вопросов. Недавно в состав или став Na'Vi пополнился таким человеком, как Морис Зиммерман. Что можешь сказать, сильно ли это приобретение и планируется ли, как бы, скажем, экспаншн на такой вот англоязычный рынок? Ну, Морис — это наш первый, скажем так, такой серьезный пикап на европейской сцене. Однозначно могу сказать, что этот человек как бы очень много принес уже проекту, скажем так, со своей экспертизы, своих знаний, своих умений. Мы не планируем останавливаться, мы хотим работать с талантами, которые есть в киберспорте, развивать их и, как бы, скажем так, помогать друг другу. С нашей стороны мы, конечно, как бы keep an eye on it, как говорится. И всегда, ну, в ближайшие там полгода, скажем так, мы однозначно планируем себя полностью усилиться еще пару-тройку человек, очень мощных e-sports-персоналей, которые придут с нами. Ну, будет нечестным еще не спросить по поводу других составов. Все-таки интервью с тобой не частое явление. Что скажешь, На все деньги давай. Что скажешь о CSGO составе сейчас? В каком они находятся расположении духа? Какие у них планы? И насколько их сильно ты как бы интересуешь и поддерживаешь их? Ну, CSGO вообще молодцы. Я считаю, что они сейчас очень, ну, как бы... Мы вернулись туда, откуда мы начинали. Как бы у них очень крутые перспективы. Пик Гардиана и Сейзда был вначале такой, скажем так, сумбурный немножко, но сейчас они развились как таланты, у них очень все хорошо получается. Я уверен, что в ближайшие 3 месяца они еще жестче смогут быть. И как бы у нас в CSGO, ну, колоссальные перспективы, по моему мнению. 3 состава, где играл наш полный состав, 3 раза заходили в финалы, 1 раз выиграли, они 2 раза проиграли, но я считаю, что показатель по сравнению с теми результатами, который был последний год. Танкисты буквально через пару дней они будут участвовать в финале ВГЛ в Минске. Как думаешь, какие шансы? И вообще, опять-таки, тот же вопрос, как с ними обстоят дела? Танкисты молодцы. Пару игр проиграли онлайн, я знаю, слышал, видел даже одну. Думаю, что это типа не очень хороший показатель, ну, потому что они обычно вообще никому не проигрывают. Но с другой стороны, LAN-финал покажет, who is who. Однозначно надеюсь на выход в финал, ну, это как минимум. Хорошо. Ну, спасибо тебе большое за такое интересное интервью. Какие-то слова благодарности, приветы, пожелания, все что угодно, вот туда. Привет туда.
Я бы хотел, во-первых, конечно же, сказать большое спасибо нашим ребяткам, фанатам, которые нас поддерживают. Помните одну вещь, что невозможно выигрывать или быть там в топе все время. Мы пытаемся, мы стараемся, но есть игроки, есть их личные амбиции, эго, к которым как бы вы должны там, скажем так, апеллировать. Мы со своей стороны пытаемся делать все, что мы можем, и результаты, которые есть, они закономерны, исходя из ситуации, которая есть. Не нужно блеймить игроков, не нужно блеймить организацию. Мы хотим, чтобы у нас были настоящие фанаты, которые болеют за то, что мы есть, то, как мы делаем это, или не болеют. То есть не нужно двоякости, да, то есть либо болейте, либо не болейте. Это очень важно для нас, и поверьте мне, поддержка даже, когда у нас останется один человек фанатом, это будет больше стоить, чем когда у нас будет миллион, миллиард, тысяча псевдофанатов. Слова благодарности я хотел бы поблагодарить в первую очередь, конечно же, это TI, Valve, всю нашу команду, которая здесь работала, Андрей, Олег, Морец, менеджер Женя, Артур, все игроки, которые были, все люди, которые обеспечивали это, скажем так, это мероприятие. Хочу сказать большое спасибо нашим партнерам SteelSeries, HyperX, AOC, G2A, Tesoro за поддержку, которую они нам оказывают, потому что вы должны понимать, что партнеры являются на данный момент и вообще, в принципе, партнеры — это люди, которые идут с тобой плечо о плечо, и они стараются как можно больше поддержать киберспорт игроков и все комьюнити, которое есть в целом. Без них вы бы не видели ни тех навев по Counter-Strike, по World of Tanks, по Dota, вы бы не видели ничего. То есть помните, что наши партнеры — это то, кто помогли нам вырасти тем, кем мы есть. Мы им за это очень благодарны. Также хочу, чтобы, конечно, вы понимали, что Na'Vi, организация, как клуб, как команда, не знаю, не останется в своем развитии. Я уверен, что мы вас в будущем будем очень сильно радовать новыми изменениями, победами, призами, чем угодно. Мы с вами. Надеюсь, что вы сами тоже. Спасибо большое, увидимся. Всем мир.